Лагерь экологического перевоспитания, куда был помещен Андрей Ладыгин, представлял из себя несколько бараков на 101-м километре от Москвы. К баракам прилегало картофельное поле, трудясь на котором перевоспитуемые приобщались к природе и учились ее любить. Бывали дни, когда ветер внезапно приносил густой ядовитый смог, и тогда приходилось работать в поле в противогазах. Неподалеку от бараков стояла маленькая церквушка, ежедневное посещение которой было для перевоспитуемых обязательным. Кроме того, каждый день им читали лекции по экологии. Лекции были скучными, но слушать их все равно приходилось, потому что раз в неделю по ним надо было сдавать зачеты. По результатам зачетов, а также проводившихся раз в месяц психологических тестов, определялось, сколь успешно шел процесс перевоспитания, а значит и сколько времени перевоспитуемому осталось здесь сидеть, потому что у всех был один и тот же срок – до полного и необратимого перевоспитания. Тактика перевоспитания была проста. Инженеры, профессионалы высокого класса теряли квалификацию в результате долгого вынужденного простоя. Им даже не давали карандаши и бумаги, чтобы они не могли упражняться в своем искусстве. После того, как человек терял профессиональные навыки, ему легче было согласиться с постоянно навязываемой ему мыслью о том, что эти навыки не нужны. Чтобы восстановить их, нужно было бы снова много трудиться, и лень оказывалась союзницей экологической пропаганды, утверждавшей, что все беды человечества происходят от инженерных знаний. Разумеется, лень действовала только подсознательно. Никто никогда сам себе не признается в том, что в основе его поведения лень, или что он уступает давлению извне. На сознательном уровне человеку самому начинало казаться, что у него изменились убеждения, что пропаганда открыла ему глаза на экологические преступления техники. Это была обычная тактика промывания мозгов. Люди превращались в ярых, убежденных активистов зеленого движения, и их отпускали из лагеря домой. Андрею довелось наблюдать несколько таких превращений, и он заметил, что ломались в первую очередь люди не обязательно слабые, но потерявшие свой профессионализм. Поэтому первой его заботой было найти возможность упражняться в инженерных расчетах. И он нашел такую возможность. Андрей держал свои занятия в тайне от товарищей по несчастью. Среди них мог оказаться стукач, и тогда можно было бы загреметь под амнезин. Сотнями лет люди, прежде жившие в этих краях, писали на бересте, но, кажется, еще никто и никогда не решал на бересте уравнений в частных производных. Внешне Андрей старался изображать из себя такого же сломавшегося, вновь обращенного из техницизма в экологизм. Но, видимо, психологические тесты все же улавливали фальшь и домой его не отпускали. Перевоспитуемым разрешалось смотреть телевизор. Все равно по нему шла почти сплошная экологическая пропаганда. В середине декабря 2018 года, на следующий день после невероятных событий на Манежной площади, Андрей увидел роботов в вечерних новостях и сразу же узнал их. Да, за четверть века они сильно ушли вперед, и теперь их уровень технологии опережал земной на сотни, а может быть и тысячи лет. И все же в очертаниях их проглядывало нечто до боли знакомое. Глядя на экран, Андрей даже готов был поспорить, что вот здесь у робота расположена энергетическая установка, а вот там блок управления. Андрей словно перенесся на 20 лет назад, в лучшие годы своей жизни, когда он часами наблюдал за роботами на экране телевизора. Но тогда эти роботы были на фоне ржавой марсианской пустыни. Сегодня позади них виднелись башни Кремля.
Главное, что пытался понять Андрей, вглядываясь в экран, это откуда они берут энергию. Они никогда и ничем не заправлялись, если не считать нескольких капель жидкости, которую доставил самый первый робот, упавший с неба. Если эти несколько капель действительно позволили им в течение нескольких часов летать по воздуху, то это значит, что они овладели тайной холодного ядерного синтеза. С энергетикой их ракеты дело несколько проще. Ракету, конечно же, питал луч, шедший с основного корабля, ожидавшего на околоземной орбите, хотя с природой этого луча, возможно, не так просто будет разобраться. Андрей не заметил, как вернулся к своей работе 20-летней давности – анализу информации о марсианских роботах. Он чуть не прослушал самого главного сообщения. Удалось установить личности похищенных. Это Ладогина Елена Андреевна, 1994 года рождения, гражданка Московии советской национальности, и ее дочь Настя, 2014 года рождения.